Фермер жил на своей ферме долгое время, его дед и бабка начали здесь свою жизнь. Затем его отец и мать продолжили. Его родители давно умерли, но он унаследовал ферму. У него и его жены была своя ферма. Его бизнес рос, ферма развивалась, появлялись новые клиенты. Его репутация росла в городе. Василий открыл магазин, где продавались продукты с его фермы. Василий был именно таким человеком. Он брался за разные проекты, богател, разорялся, он ходил по кругу. Его способности поражали и восхищали всех вокруг. «Я за своим Василием, как за каменной стеной», — говорила его жена. Они прожили дружную и богатую жизнь. Вырастили сыновей, которые крепко стояли на ногах. Дети обзавелись семьями и внуками. В общем, семья жила и занималась своими делами. Вдруг хозяин хутора узнал, что у него появился новый сосед, и Василий положил глаз на землю. Сельсовет выгодно продал ее незнакомому человеку из города. Сам Василий долго спорил и возмущался, но ничего не мог поделать. Новый сосед начал свой бизнес, у него явно были деньги. За год он построил огромный дом, высокий забор, гараж на 2 машины и многое другое. Но землю он не пахал, поэтому старик сделал вывод, что новый сосед не будет заниматься сельским хозяйством. Сосед только заготавливал сено на своей обширной земле, а значит, он не был конкурентом для Василия. Мужик обрадовался, но ненадолго. Не прошло и нескольких месяцев, как в его голове зародились сомнения, а вдруг он со мной соперничает. «Нет, мне это совсем не нужно в моем районе», — жаловался он жене, а в уме причислял соседа к врагам. Жена успокаивала его, как могла, но Василий был совершенно спокоен. Чтобы успокоить себя, крестьянин взял корзину и решил пойти в лес искать грибы. Он долго бродил по знакомым местам, но не нашел ничего, кроме нескольких грибов, что еще больше испортило ему настроение. Василий яростно сплюнул и уже собирался повернуть обратно домой, как вдруг услышал крик о помощи: «Помогите кто-нибудь, помогите! Я здесь!» На дне глубокого оврага он увидел мужчину с пустой корзиной рядом. «Не повезло и с грибами», — подумал Василий и тоже упал в пропасть. Осторожно спустившись по склону, он окликнул незнакомца. «Ты что, сам не можешь выбраться отсюда?» — спросил Василий у собирателя грибов, потирая ногу. Мужчина ответил, что выбраться не составит труда, но нога подвернута. Фермер помог мужчине подняться наверх. Там он расспросил его о новом знакомом и поинтересовался, как тот будет добираться домой. «Думаю, мне придется помочь ему дойти. Я живу недалеко отсюда, меня зовут Василий, фамилия Лиходей, знакомые называют меня Лиходей, но потом я Потап, тоже из фамилии Потаповых». Новый знакомый протянул руку в знак приветствия. «Так вот, как я вытащил из пропасти собственного врага», — подумал крестьянин. Он помог Потапу добраться до дома, но спасенный враг не хотел его отпускать, тогда он усадил его за стол и накормил ужином. Они сидели, разговаривали и прекрасно проводили время вместе. Дьявол понял, что Потап ему не враг. Пока они разговаривали, в окно влетел черный ворон, громко каркнул и сел на плечо Потапа. Он был ранен, я выхаживал его год, и теперь он время от времени навещает нас. Местные сплетни, шутка. Рассмеялся хозяин дома, пора мне учиться чести, ведь жена, наверное, ждет меня. Лиходей стал собираться домой. Они попрощались с Потапом и решили продолжать дружеские отношения. Василий пошел домой, и ворон последовал за ним. Так он узнал дорогу к дому Лиходея и подружился с ним. Теперь он каждый день приходил к хозяину, и хитрая птица поняла, что здесь его будут кормить. «Ешь, ешь, больше получишь», — ласково говорила жена ворона. Однажды, когда Василий работал в крайнем сарае, на его дом напали. Кто-то решил, что крестьянин должен есть не только еду. Их было двое, и оба парня были немного пьяны. Сначала хулиганы начали бросать камни в окна, и окна разлетелись вдребезги. Жена связняка выскочила из дома и попала прямо в лапы хулиганов. Они схватили старуху и стали требовать деньги. Женщина отказалась, и грабители решили, что женщина может пригодиться им для чего-то другого. Женщина просто смотрела на них со слезами на глазах и пыталась кричать. Разбойник услышал крики своей жены и бросился ей на помощь. Но бежать было долго, и старик от души боялся, что могли сделать с ним черти. Когда Василий подбежал к дому, он уже не слышал криков жены. Сердце его разрывалось, и он старался бежать как можно быстрее, но когда он достиг дома, то от удивления открыл рот, и лицо его наполнилось ужасом. Он увидел, как ворон с неба, словно камень, упал на главного виновника и клевал его. Это было настолько страшное зрелище, что Лиходей побежал к своей жене и увел ее в дом.
Разбойники не посмели тронуть его жену, потому что ворон грозно кружил над ними, защищая ее всеми силами. Вскоре по зову Василия в дом приехал Потап с участковым милиционером, но ворон все еще отказывался остановиться. «Стой, давай отведем их в милицию!» — крикнул Потап вороне. Ворон успокоился только тогда, когда грабители были обезврежены. С тех пор соседи поддерживают дружеские отношения и никогда не было никакой вражды. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.